Приветствую, друзья! Сегодня нам предстоит рассмотреть просто невероятно мощный усилитель для наушников SMSL HO200, позволяющий получить до 3 Вт на 32 Ома нагрузки с обычного небалансного выхода и до 6 Вт с одного из балансных. Да, их тут несколько. Старый добрый XLR и набирающий популярность Pentagon на 4,4 мм. Все входы и преамп-выходы тоже делятся на небалансный RCA и балансный XLR. Так что SMSL в своем устройстве решили сразу несколько вопросов. Это широчайший выбор способов подключения и не менее широкий ассортимент для непосредственно прослушивания. Но раскачает аппарат вообще все, и в этом можно даже не сомневаться. Собственно, поехали. Пришел девайс в огромной такой картонной коробке со схематично изображенным усилителем, логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации и адресом официального сайта. Комплект тут, друзья, довольно-таки спартанский. Только небольшая инструкция по эксплуатации и вот такой вот кабель питания. Корпус усилителя полностью выполнен из металла. На верхней его части красуется всеми уважаемый логотип Hi-Res аудио сертификации, а снизу 4 прорезиненные ножки для лучшей фиксации с поверхностью стола. Входа здесь 2, это классический RCA и балансный XLR, так что подключайтесь куда лично вам удобнее. Выходов же значительно больше. Для режима предусилителя мы имеем ту же пару из RCA и балансного XLR, а для наушников нам предлагают целых 3 варианта. Классический 6,35 мм, балансный Pentagon 4,4 мм и тоже балансный 4-пиновый XLR. Так что в плане совместимости аппарат обладает просто широчайшими возможностями. Есть еще на задней части, друзья, микро-USB разъем, но это сервисное гнездо, нужное для обновления прошивки. Таковых, к сожалению, на официальном сайте я не обнаружил. Ну и всем понятно, здесь есть тумблер питания. Спереди мы имеем упомянутые выше все выходы для наушников, внушительного размера регулятор уровня с приятным таким плавным ходом и целых 4 тумблера, выполненных в старом стиле. Первый переключает входы, второй выходы, третий отвечает за уровень усиления, то есть low, mid, high, низкий, средний, высокий. И опять же включает последний девайс, то есть включать надо и сзади, и спереди. Вот такая вот интересная задумка. Ну и венцом нашего описания будет голубой индикатор работы. Других функциональных элементов здесь нет. Радует, что за все отвечает приятная глазу добрая механика. Щелкать тумблерами и крутить уровень здесь прямо удовольствие. По мощности же здесь просто до 3 Вт на 32 Ома нагрузки с небалансных выходов и до 6 Вт с балансных. Прочувствуйте это, 6 Вт мощности на наушнике. Не думаю, что вообще существует модель, которую бы данный усилитель не смог бы раскачать. По начинке производитель обозначил только использование некоторых микросхем. Это OPPO 1612A и OPPO 564. Съемных элементов тут не предусмотрено, так что особого смысла лезть внутрь я не вижу. В процессе работы аппарат естественно греется, другого от усилителя высокой мощности и не ожидалось. По замерам, на удивление, результаты с обычного 6,35 и балансного 4,4 мм выходов практически не отличаются. Соединение при этом я выбрал по RCA. Как видим, просто прекрасный график АЧХ. На шумах видны артефакты моей проводки, шикарный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 115 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. В сомнительную часть могу отнести только взаимопроникновение каналов, получившую оценку «хорошо». Перепробовал разные виды соединений, даже пару источников, толком ничего не изменилось, так что результаты почти идеальные. Общая же оценка анализатора «отлично». Для оценки качества звучания у меня под рукой оказался ЦАП SMSL SU8S и еще 2 усилителя для наушников Topping L30 и Topping L50. В такой связке я, собственно, и производил тестирование. Так вот, оба усилителя от Topping оказались ярче, резче и вроде даже как детальнее. Однако при прямом рассмотрении от младшего L30 пришлось сразу отказаться. Слишком уж примитивные текстуры он вырисовывал на фоне старших товарищей. Хотя и противостояние с L50 не продлилось долго. Как ни крути, 2 усилителя TPA 6120A2, хотя и передают довольно резкую и четкую картинку, однако в глубину тембров не очень-то и умеют. Все ярко, чисто, объемно, но герой обзора способен намного больше. SMSL HO200 дает более подробную картинку с явным ощущением пространства сцены и объема каждого из инструментов. Да, звучание здесь мягче и теплее, однако своей подробностью мгновенно отодвигает даже старший Topping на вторые роли. И если
если L50 я поистине не наслаждаюсь, то в HO200 буквально вот ныряю целиком. Так что разрыв по уровню между ними, если не пропасть, то ощутимый такой уровень. Далее сравнивать уже не было никакой необходимости. SMSL HO200 строит более теплый, мелодичный и просто на порядок более проработанный в акустическом смысле звук. Если пробежаться по частотному диапазону, то бас тут глубокий, текстурный, серединка сочная, в меру детальная и просто сверхмелодичная. Только верха ощущаются чуть отведенными на задний план, от чего некоторым может даже не хватать яркости и драйва. Ну и в силу хорошо выраженной музыкальности аппарат лишен той самой грубой техничности. Слушал на обозначенной связке симфоническую и другую оркестровую музыку. Да даже не слушал, а скорее вкушал. Данный термин куда лучше обозначает процесс. Буквально растворялся в различной мелодичной электронике, старом добром роке, блюзе и джазе любого уровня сложности. Да даже скоростной металл зашел тут на ура. Причем в этой связке не было столь яркого разделения, что мы слышали, например, в топинг DX3 Pro Plus, когда концертные записи воспринимаются многомерно, а металл, наоборот, сильно сдает позиции, накладывая какие-то дополнительные условия на акустику. Здесь же у нас просто тотальная универсальность. Причем отсутствие яркости положительным образом сказывается на разных плохо записанных треках, убирая резь, грязь и всяческий мусор, что мне, честно говоря, очень понравилось. Хотя тут, соглашусь, момент все равно на любителя. Так что у нас в руках настоящий, не побоюсь этого слова, взрослый усилитель для наушников, имеющий свой собственный характер и, конечно же, почерк. Оттого спутать его с конкурентами просто решительно невозможно. Здесь все ровно вот как я люблю. Чисто, мелодично, с отличной глубиной низких частот, подробной прорисовкой внутреннего составляющего каждого из тембров и просто какого-то фантастического уровня проработка сцены. Потому-то любая более-менее сложная музыка буквально влюбляет в себя с первых нот, и уже не важно, нравится вам этот жанр или нет. В звук буквально проваливаешься, и обратной дороги уже нет. Более простые примитивные текстуры после SMSL HO200 кажутся чересчур уж топорными. Тут, конечно, нужно оговориться относительно использованных вами наушников. Я выбрал свою стандартную тройку из просто царских Яньин Canon, во всех планах глубоких Кибир Aurora и универсальных Kenera Skald, возможностей которых вполне достаточно для раскрытия героя нашего обзора. Очень крутой усилитель, больше добавить мне, собственно, нечего. Я в полнейшем восторге. Итогом в лице стационарного усилителя для наушников SMSL HO200 мы имеем очень грамотно сделанное устройство с просто гигантской выходной мощностью до 6 Вт на 32 Ома нагрузки. Сделано все качественно, с огромной любовью к старым раритетным усилителям, отчего все здесь на логичной и понятной механике. Входы и выходы дублируются балансным и небалансным подключением, а регулятор — это вообще, друзья, просто отдельная история. По звучанию же мы имеем свой собственный, чуть смягченный мелодичный характер с немного притушенными верхами и просто феноменальной проработкой инструментов и сцены в глубину. Все образы тут трехмерные, насыщенные и по аналоговому теплые. Стилистический аппарат абсолютно всеяден, слушайте то, что любите. Хотя я бы рекомендовал побольше экспериментировать с различными новыми жанрами. Возможности усилителя таковы, что не исключены абсолютно неожиданные и очень приятные открытия. Аппарат, как на мой взгляд, полностью оправдывает свою цену и на фоне конкурентов выглядит очевидным лидером, оставляя остальных практически глотать пыль. Просто беспощадно круто. Если возможности позволяют, обязательно его послушайте. Уверен, вы оцените его по достоинству. Пространство трека, друзья, аппарат передает просто фантастически. Это был стационарный усилитель для наушников SMSL HO200. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.